Жаркое солнце палило безжалостно, когда Джонатан стоял у алтаря, сдерживая раздражение. Его привезли сюда почти силком, семья решила, что он должен жениться на женщине, о которой он не знал ничего, кроме имени. Мэри Энн вышла к нему в длинном светлом платье, и первое, что бросалось в глаза, ее массивная фигура и тяжелые шаги. Гости переглядывались, некоторые с откровенным насмешливым видом. Церемония прошла быстро, но холод внутри Джонатана не исчез. За свадебным столом в старом дворе люди ели, пили и разговаривали, но воздух был густой от скрытых насмешек и шепота. Мэри Энн молчала, опуская глаза, будто ей было все равно. Но все изменилось, когда один из дальних родственников, уже навеселе, громко отпустил грубую шутку в ее сторону. Мгновение, и Мэри Энн поднялась. В ее руках блеснул длинный кухонный нож, который только что лежал рядом с тарелкой запеченного мяса. Движение было быстрым и точным, она вонзила лезвие в стол рядом с рукой обидчика, так что дерево треснуло. Раздался резкий скрип, глухой удар, а в ее голосе, низком и холодном, зазвучала угроза, от которой у всех по спине пробежал холод. Тишина накрыла двор. Даже птицы, казалось, умолкли. Родственник побледнел, а гости начали отводить взгляды, стараясь не встретиться с ее глазами. Но Мэри Энн не остановилась. Она шагнула к нему, схватила за воротник и повалила на землю с силой, несоразмерной ее внешнему виду. Джонатан впервые увидел в ней не просто женщину, а бурю скрытую, но готовую вырваться в любую секунду. К вечеру половина гостей ушла раньше времени, а шепот о том, что эта женщина опасна, уже расползался по всему городку. Но Джонатан сидел молча, глядя на свою новую жену, и впервые почувствовал не раздражение, а странное чувство, смесь уважения и тревоги. Он понимал, что теперь их брак будет совсем не тем, к чему он готовился. И, возможно, это изменит его жизнь куда сильнее, чем он мог предположить. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.